Бермудский треугольник — это таинственная область, расположенная между Майами, Бермудами и Пуэрто-Рико, известная своим зловещим репутацией. На протяжении десятилетий здесь исчезали корабли и самолеты, а моряки и пилоты рассказывали о странных явлениях, которые происходили на его территории. Одна из самых известных историй связана с исчезновением 5 торпедоносцев во время Второй мировой войны, в каком-то моменте просто пропавших с радаров. Это событие стало кульминацией долгого списка таинственных происшествий в этом загадочном районе. Среди теорий, объясняющих происходящее, можно встретить самые разнообразные гипотезы, от магнитных аномалий до внеземных существ. Но что именно скрывает дно этого треугольника? В последние годы интерес к Бермудскому треугольнику вновь возрос, особенно после того, как ученые начали проводить новые исследования его глубин. Картографические технологии и современные подводные аппараты открыли ранее недоступные участки, и, как оказалось, в этом районе скрывается нечто необычное. Недавняя экспедиция, организованная группой исследователей с международной репутацией, наткнулась на гигантский металлический объект, находящийся на дне океана. Размеры этого объекта поражают воображение, его длина составляет более 130 футов. Ученые, принимающие участие в исследовании, сразу же подвергли объект внимательному изучению. На его поверхности не было никаких видимых следов коррозии или повреждений, что наводило на мысли о том, что он может быть относительно новым или же имеет уникальный состав, который защищает его от воздействия морской среды. Первоначальные исследования показали, что материал, из которого изготовлен объект, не соответствовал ни одному из известных типов металлов. Это открытие обострило интерес к тому, что же он может представлять. Ученые начали собирать данные, пытаясь выяснить, является ли этот объект результатом человеческой деятельности или же его происхождение связано с природными процессами, неизвестными науке. К тому же его форма вызывала ассоциации с артефактами древних цивилизаций, которые могли обладать технологиями, о которых мы даже не подозреваем. С каждым новым погружением исследователи обнаруживали все больше деталей. Странные структуры и рифленые поверхности на объекте говорили о том, что он, возможно, имеет сложную архитектуру. Но, что еще более интригует, так это то, что вокруг объекта происходили странные явления. Изменение температуры воды, беспокойное поведение морских обитателей и даже редкие световые эффекты, наблюдаемые на поверхности океана. Каждое из новых открытий поднимало еще больше вопросов. Ученые начали обсуждать возможность того, что этот объект может быть частью давно потерянной технологии, либо же он был создан инопланетной цивилизацией. В процессе исследований начали появляться сообщения о том, что некоторые корабли, проходившие мимо, также сталкивались с необычными явлениями, что добавило еще больше загадочности к общей картине происходящего. Однако, несмотря на множество предположений, ни одно из них не могло быть окончательным ответом. Исследователи осознали, что перед ними стоит непростая задача. Как определить происхождение объекта, не имея на руках достаточных доказательств? Вопрос оставался открытым, и интрига продолжала нарастать. В то время как одни пытались разгадать секреты Бермудского треугольника, другие задавались вопросом о том, что еще может скрываться в его глубинах. Оставалось лишь одно — продолжать исследовать и надеяться, что ответы придут. В процессе дальнейших исследований команда ученых решила использовать самое современное оборудование, включая подводные дроны и детекторы металлов, чтобы получить ясное представление о загадочном объекте. С каждым новым погружением они фиксировали детали, которые ставили под сомнение все известные теории. Объект выглядел как гигантская металлическая структура с изогнутыми формами и явно выраженными рифлениями, что навевало мысли о том, что он может представлять собой нечто большее, чем просто кусок ржавого металла. Ученые начали анализировать данные, полученные от дронов. Параметры показали аномальные сигналы, которые не соответствовали стандартным показателям морского дна. Интересно, что в окрестностях объекта температура воды повышалась, что также было зафиксировано рядом подводных аппаратов. Это привело к предположениям о том, что в глубинах Бермудского треугольника может находиться источник тепла, возможно, вулканического происхождения. Кроме того, необычное поведение морских организмов заставляло ученых задуматься о воздействии объекта на экосистему. Несмотря на то, что обычно вокруг крупных металлических структур наблюдается жизнь, в этом случае все было иначе. Рыбы и другие морские существа избегали близости к загадочному объекту, что вызывало подозрение о том, что он способен излучать аномальные поля или даже химические вещества, которые могли бы угрожать жизни. Собранные образцы металла были отправлены в лаборатории для анализа. Первые результаты показали, что он не имел аналогов с известными металлами на Земле. В то время как некоторые исследователи предполагали, что это может быть результатом человеческой деятельности, другие высказывали мнение о том, что данный объект мог быть инопланетного происхождения. Параллельно с этим среди ученых возникло множество обсуждений и гипотез о возможном назначении структуры. Некоторые считали, что это могло быть что-то наподобие подводной базы, а другие выдвигали теории об артефактах древних цивилизаций, обладающих технологиями, которые мы не можем даже представить. Вскоре о находке начали распространяться слухи. Сообщения о странных явлениях вокруг объекта становились все более частыми.
Местные рыбаки утверждали, что слышали странные звуки, исходящие со стороны Бермудского треугольника. Некоторые даже говорили о том, что видели светящиеся шары, которые могли бы указывать на наличие активности в этом районе. Слухи привлекли внимание не только ученых, но и охотников за сенсациями, что подтолкнуло к организации новых экспедиций. Однако, несмотря на все усилия, ни одна из теорий не могла быть окончательной. Исследователи понимали, что им нужно больше данных, чтобы определить истинное происхождение объекта. Задача усложнялась тем, что изучение дна Бермудского треугольника требовало не только времени, но и значительных ресурсов. В результате команда ученых обратилась за поддержкой к различным научным учреждениям и правительственным организациям, чтобы получить необходимые средства для дальнейших исследований. Тем временем обсуждения о загадочном объекте шагнули далеко за пределы научного сообщества. В социальных сетях возникли споры, в которых пользователи делились своими теориями, связанными с находкой. Некоторые утверждали, что это часть затонувшего корабля, другие, что это останки древней цивилизации, а третьи вообще высказывали мнение о том, что это нечто инопланетное. Привлечение общественного внимания только усиливало интерес к объекту, что, в свою очередь, порождало новые исследования и экспедиции. Таким образом, находка на дне Бермудского треугольника стала не только объектом научного интереса, но и культурным феноменом. С каждой новой информацией все больше людей задавались вопросом о том, что еще может скрываться под водой. Исследования продолжались, и каждое новое открытие поднимало еще больше вопросов и предположений о загадочном объекте, что делало его одним из самых обсуждаемых явлений современности. Интрига нарастала, и это лишь подогревало интерес к дальнейшим исследованиям. Исследования, проводимые учеными, стали настоящим детективом, в котором каждый новый факт мог стать ключом к разгадке загадки металлического объекта. В первую очередь команда решила сосредоточиться на анализе его физических характеристик. Используя подводные дроны, исследователи детально сканировали объект, фиксируя данные о его форме, текстуре и материале. Каждое новое погружение приносило открытия, которые удивляли даже самых опытных специалистов. Например, рифленые поверхности показали, что структура объекта могла быть создана с использованием технологий, которых не существует в современном производстве. Это сразу же привлекло внимание к теории, что объект мог быть искусственным, а возможно даже сделанным неземной цивилизацией. Важным шагом в исследовании стало использование спектроскопии, метода, позволяющего анализировать состав материалов. Первые результаты были шокирующими, химический состав металла не совпадал ни с одним известным на Земле. Ученые заподозрили, что это мог быть новый сплав, созданный в результате неизвестных процессов, или же вовсе инопланетная конструкция. Постепенно в лаборатории начали разрабатывать гипотезы о том, как этот материал мог оказаться на дне океана. Некоторые исследователи предположили, что это может быть останки древней технологии, затонувшей вместе с цивилизацией, которая обладала более развитыми знаниями и способностями. В то же время изучение подводной экосистемы вокруг загадочного объекта также привело к неожиданным результатам. Ученые заметили аномальное поведение морских организмов. Рыбы и морские млекопитающие, которые обычно обитают в этом районе, избегали близости к металлическому гиганту. Это поведение вызвало подозрение о том, что объект излучает аномальные поля или химические соединения, которые могут угрожать жизни. В результате команда начала собирать образцы воды и биомассы для дальнейшего анализа, надеясь выяснить, как именно объект влияет на окружающую среду. Вскоре в исследования вмешались и сторонние наблюдатели. Местные жители начали замечать странные явления, такие как внезапные вспышки света и неестественные звуки, исходящие из глубин Бермудского треугольника. Эти сообщения быстро разлетелись по социальным сетям, привлекая внимание не только ученых, но и охотников за сенсациями. Каждый новый слух подогревал общественное любопытство, вызывая волну экспедиций и исследований, в которых участвовали не только профессионалы, но и любители. Команда ученых, понимая, что им требуется больше ресурсов для полноценного анализа, решила обратиться за поддержкой к различным научным учреждениям и правительственным организациям. Официальные запросы были направлены в несколько лабораторий, и вскоре исследование получило финансирование. Это дало исследователям возможность использовать самое современное оборудование, включая новые подводные дроны с улучшенными функциями анализа. Каждый новый инструмент давал возможность детальнее исследовать объект и его окружение. С каждой новой экспедицией количество собранных данных увеличивалось, а теории множились. Одна из популярных версий заключалась в том, что объект мог быть древним подводным сооружением, когда-то принадлежавшим утраченной цивилизации. Некоторые исследователи выдвигали предположение, что это может быть остаток какого-то военного проекта, который был утерян в результате катастрофы. Параллельно с этим среди ученых возникали обсуждения о возможной инопланетной природе находки. Научное сообщество делилось не только результатами своих исследований, но и формировало предположения о том, какие технологии могли быть использованы для создания такого объекта. Процесс изучения объекта на дне Бермудского треугольника стал настоящим соревнованием идей и гипотез. В то время как одни искали ответ в области древних технологий, другие обращались к теориям о внеземных цивилизациях.
Каждое новое обнаружение заставляло исследователей пересматривать свои взгляды и обсуждать новые возможности. Но, несмотря на все усилия, они продолжали сталкиваться с множеством вопросов, не имеющих ответов. Таким образом, находка на дне Бермудского треугольника стала не просто объектом научных исследований, но и настоящей загадкой, окутанной множеством теорий и слухов. Каждый новый факт поднимал еще больше вопросов, и интрига только нарастала. Ученые понимали, что впереди их ждет еще много работы, и они были полны решимости разгадать загадку этого металлического гиганта. Возвращаясь к исследованию загадочного объекта на дне Бермудского треугольника, нельзя не отметить странные явления, которые окружали его. Каждое новое погружение команды открывало новые факты, создавая атмосферу загадки. Ученые начали фиксировать аномальные изменения температуры воды вокруг объекта. Это подводило их к мысли, что в этом районе может находиться источник тепла, возможно, вулканического происхождения. Степени колебаний температуры достигали значительных значений, что для таких глубин было крайне необычно. Но это было не единственное странное явление. Морские организмы, которые обычно заполняют это пространство, начали проявлять нехарактерное поведение. Рыбы, морские черепахи и даже дельфины, обитающие в этом районе, стали избегать близости к металлической конструкции. Некоторые исследователи выдвинули гипотезу о том, что загадочный объект может излучать аномальные магнитные поля или химические вещества, которые создают угрозу для жизни подводных обитателей. Это предположение заставило ученых начать сбор образцов воды и биомассы для анализа, чтобы выяснить, как именно объект влиял на окружающую среду. Вскоре сообщения о странных явлениях начали поступать из местных сообществ. Рыбаки и жители прибрежных районов сообщали о необычных звуках и свете, исходящих из глубин Бермудского треугольника. Некоторые утверждали, что видели светящиеся шары, которые могли бы указывать на нечто необычное. Эти слухи быстро распространились по социальным сетям, привлекая внимание не только ученых, но и любителей загадок. Некоторые исследователи начали рассматривать возможность, что эти аномальные явления были связаны с объектом. Сначала это казалось маловероятным, но с каждым новым погружением количество подтверждений росло. Ученые отмечали, что яркие вспышки света, наблюдаемые на поверхности океана, совпадали с моментами, когда подводные дроны фиксировали данные о необычных колебаниях температуры и магнитного поля. Эти обстоятельства привели к тому, что исследователи начали разрабатывать новые гипотезы о возможных источниках этих аномалий. Среди теорий высказывалась мысль, что металлический объект мог быть частью древней технологии, которая была потеряна в результате катастрофы. Некоторые исследователи полагали, что это могла быть подводная база, возможно, даже инопланетного происхождения, или же артефакт неизвестной цивилизации. Это поднимало еще больше вопросов, чем ответов, и каждый новый факт только подогревал интерес к объекту. В процесс исследования стали вовлекаться все более широкие круги – эксперты, инвесторы и даже обозреватели. Запросы на финансирование исследований поступали из разных уголков мира. Команда исследователей обратилась за поддержкой к различным научным учреждениям, чтобы получить доступ к более современному оборудованию. Это позволило им применять более сложные методы анализа, такие как спектроскопия и рентгеновская дифракция, для изучения материала объекта. Параллельно с этим проводились эксперименты по моделированию воздействия объекта на морскую экосистему. Исследователи использовали специальные устройства, чтобы проверить, как различные морские организмы реагируют на присутствие металлической конструкции. Эти эксперименты показывали, что многие виды живых существ проявляют повышенную тревожность вблизи объекта, что также поднимало вопросы о его природе. С каждым новым погружением стало ясным, что объект не только привлекает внимание ученых, но и постепенно превращается в культурный феномен. Слухи о находке распространились далеко за пределы научного сообщества, порождая новые теории и версии. Каждый новый слух подогревал общественный интерес, что, в свою очередь, привлекало внимание разнообразных исследовательских групп, готовых отправляться в экспедиции. Между тем, команда ученых продолжала собирать данные, фиксируя каждую деталь. Их усилия не оставались незамеченными, средства для дальнейших исследований поступали, а внимание к находке только возрастало. Одновременно с этим на научных форумах и конференциях обсуждались новые идеи и гипотезы, касающиеся объекта. Каждый новый аргумент мог стать ключом к разгадке, и это вдохновляло исследователей на дальнейшие поиски. Процесс изучения загадочного объекта на дне Бермудского треугольника продолжался, и каждое новое открытие поднимало еще больше вопросов. Ученые понимали, что до окончательной разгадки еще далеко, и им предстояло не только выяснить, что же именно они обнаружили, но и как это может изменить наше представление о Бермудском треугольнике и о самой природе загадок, которые он скрывает. С каждым новым погружением интрига нарастала, словно волны, накатывающиеся на берег, и у исследователей оставалась лишь надежда на скорую разгадку этой захватывающей тайны. Когда ученые продолжили изучение загадочного металлического объекта на дне Бермудского треугольника, они начали сталкиваться с все более интригующими фактами, указывающими на возможные потерянные технологии.
Размеры объекта и его странная форма поднимали множество вопросов о том, как и зачем он был создан. Ученые начали догадываться, что этот объект может быть результатом высокоразвитой цивилизации, о которой почти ничего не известно. Первым шагом стало дальнейшее изучение структуры объекта. Использование подводных дронов позволило исследователям получить детальные изображения и данные о форме и текстуре поверхности. Странные рифления и гладкие участки наталкивали на мысли о том, что, возможно, объект был создан не с помощью традиционных технологий, а с применением методов, которые остаются незнакомыми современным инженерам. Учитывая это, команда начала собирать гипотезы о том, как могли выглядеть технологии, которые использовались для создания этого металлического гиганта. Тем временем образцы металла, собранные в ходе исследований, были отправлены в лаборатории для анализа. Первые результаты показали, что состав металла не имел аналогов на Земле. Это открытие привело к предположению, что материал мог быть создан в результате неизвестных процессов или же был привезен с других планет. Некоторые ученые начали выдвигать теории о том, что это может быть остаток технологии, утраченной в результате катастрофы древней цивилизации, обладавшей знаниями, которые мы даже не можем вообразить. Этот сценарий только подогревал интерес к объекту и побуждал к новым исследованиям. Не менее интересными оказались данные об окружающей экосистеме. В ходе наблюдений за поведением морских обитателей выяснилось, что жизнь вокруг объекта значительно изменилась. Уже в первые дни после обнаружения рыбы и другие морские существа начали избегать близости к металлическому гиганту. Это поведение вызывало подозрения о том, что нечто в окружающей среде может угрожать их жизни или вызывать у них стресс. Ученые начали собирать образцы воды и биомассы, чтобы провести дальнейшие исследования воздействия объекта на экосистему. К удивлению исследователей, пробы воды показали аномалии. В некоторых образцах были обнаружены необычные химические соединения, которые никогда ранее не встречались в этом районе. Это открытие вызвало еще больше вопросов о природе объекта. Ученые начали задумываться, может ли это быть результатом взаимодействия металла с морской водой или же продуктом какого-то неизвестного процесса, происходящего на дне океана. Сбор и анализ образцов стал приоритетом, так как каждая новая деталь могла стать ключом к разгадке. Среди местных жителей начали активно циркулировать слухи о странных явлениях вокруг объекта. Рыбаки сообщали о странных звуках, доносящихся из глубин, и о светящихся шарах, которые были видны на поверхности океана. Эти свидетельства привлекали внимание не только ученых, но и любителей загадок, что только усиливало общественный интерес. В социальных сетях и на форумах начались обсуждения, где пользователи делились своими теориями о том, что могло бы скрываться в Бермудском треугольнике. Параллельно с этим команда ученых решила, что им нужны дополнительные ресурсы для продолжения исследования. Они обратились за поддержкой к различным научным учреждениям и правительственным организациям, чтобы получить финансирование для использования более современного оборудования. Эта поддержка позволила им расширить свои исследования, применив более продвинутые методы анализа, включая спектроскопию и рентгеновскую дифракцию. Каждое новое открытие только подогревало интерес и вызывало новые вопросы о происхождении объекта. С каждым новым погружением команда фиксировала все больше деталей, которые ставили под сомнение все известные теории. Объект выглядел как гигантская конструкция, возможно, даже не имеющая аналогов в современной архитектуре. Ученые начали выдвигать гипотезы о том, что это может быть не просто артефакт, а нечто большее, возможно, утерянная база или даже исследовательский комплекс, созданный высокоразвитыми цивилизациями. Все эти теории требовали дальнейшего изучения и обоснования. Вскоре команда ученых решила, что исследование должно быть более многосторонним. Они начали сотрудничество с различными научными институтами и университетами, чтобы привлечь экспертов из разных областей. Новые идеи и теории позволили взглянуть на находку с разных сторон и помогли создать более целостную картину происходящего. Каждое новое открытие приводило к пересмотру старых гипотез, и это создавало атмосферу научного соперничества, где каждая команда стремилась сделать прорыв. Таким образом, загадочный объект на дне Бермудского треугольника стал не просто объектом исследования, а настоящим культурным феноменом. Обсуждения о нем выходили за рамки научного сообщества, и многие люди из разных уголков мира стремились принять участие в поисках ответов. Каждый новый факт поднимал еще больше вопросов, и интрига нарастала, оставляя множество загадок, ожидающих своего разрешения. Исследования продолжались, и команда была полна решимости разгадать тайну этого металлического гиганта, который, казалось, хранил в себе знания о давно ушедших цивилизациях и технологиях, о которых мы даже не подозреваем. С каждым новым погружением становилось очевидным, что впереди их ждет еще много открытий и даже больше вопросов, чем ответов.